Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на вторую половину сентября для знака зодиака Близнецы. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет или предупреждение от Таро, совет от Оракула. Еще у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос «да» или «нет». Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите ваши комментарии, делитесь моими видео. Любая ваша активность помогает продвигать мой канал. Это ваше спасибо за мою работу. Близнецы, вторая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого они есть? Отношения или брак? Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней, в конце сентября? Совет или предупреждение от Таро. Так, и на дне колоды у вас паж мечей. Ну, это ваша карта. Паж мечей может говорить о получении каких-то неожиданных новостей, известий. Тут или вы получите, как может быть, сообщение, письмо, или это кто-то вам их принесет. Также пажи — это обучение. Или, знаете, когда мы собираем какую-то информацию, может быть, это анализ, работа с документами. Может быть, что-то вы будете отслеживать через интернет. Конечно, это может быть столкнуться с критикой в ваш адрес. Кто-то будет придираться, может быть, на работе, дома. Кто-то вас будет критиковать, сомневаться в принятых вами решениях. Да, карта говорит, если критика конструктивна, прислушайтесь. А вы знаете, здесь у вас, вы что-то, может быть, будете какую-то то ли покупку совершать, то ли вы куда-то в отпуск, может быть, отправитесь. А это именно отслеживать по интернету, может быть, сравнивать цены на путевки или чем-то себя побаловать. Так, Верховная Жрица. Это еще может быть помощь от кого-то. Вы знаете, здесь может быть неожиданное приглашение на какой-то праздник, вечеринку. Да, кто-то вас может пригласить куда-то. Вот у вас тут в конце сентября какое-то пиршество. Может быть, вас пригласят на свадьбу или на помолвку. Так, хорошо, давайте посмотрим. Сюрприз, неожиданность. На Ленорман. Близнецы, вторая половина сентября. Да, смотрите, еще это не только вечеринка, а если у кого-то здесь проблемы со здоровьем, ой, у вас девятка перешла в десятку, и король кубков, да, здесь может быть, знаете, если у вас были проблемы со здоровьем, пришли какие-то неприятные новости, может быть, анализы сдали, не знаю, или какой-то тест прошли, или здесь никак не могли определить, что у вас. Вот Солнце — это наша жизненная сила, энергия. Да? Крысы — это может быть, есть что-то в организме. Как правило, крысы — это что-то, что очень тяжело найти. То есть трудно поставить правильный диагноз. По Верховной Жрице. А птицы могут говорить о консультации с каким-то специалистом, который этот вопрос выяснит. Здесь идет выздоровление. Да и по десятке кубков тоже. Какой-то врач. Может быть, мужчина, да, король. Но это, скорее всего, врач или терапевт, или диагност. Это не тот, кто режет, колет. Нет. Да. У кого-то, может быть, если были проблемы со здоровьем, то этот вопрос у вас решится.
Еще у нас солнце это может показывать по крысам. Может быть, вам ставили диагноз вот, бесплодность, ну, для кого-то из женщин. Здесь вы можете найти хорошего специалиста, который наконец-то определит, почему вы, например, не можете стать мамой. Но может быть здесь назначение какой-то операции. Но эта операция приведет к тому, что вот вы сможете стать мамой. Еще здесь для кого-то, может быть, на работе, ну, хотя здесь шестерка, но я должна озвучить, может быть, это не на работе. Да, тут может быть за спиной какая-то клевета. Вот кто-то какие-то сплетни про вас рассказывать. Какая-то мышиная возня у вас за спиной. Скорее всего, вы об этом узнаете. Может быть, какие-то друзья про вас какие-то слухи распускают. Или вас будут в чем-то обвинять. Также здесь может быть недоразумение с кем-то в отношениях. Кто-то что-то сказал, кто-то неправильно что-то понял. И из-за этого вот может возникнуть конфликт. Здесь просто нужно поговорить и расставить все точки над «и», чтобы вот какая-то тайна или что-то, какая-то путаница. Так, хорошо, в начале этих 15 дней у вас рыцарь жезлов. Да, это может быть какая-то поездка, кто-то может быть отправится в командировку, может быть просто будет очень много передвижения по делам. Также это может быть поездка в отпуск, кто-то может быть отправиться куда-то далеко, это не только командировка, может быть вы переезжать будете, менять место жительства. Туз может показывать о подписании, например, договора купли-продажи. То есть это смена места жительства. Для кого-то здесь отправление в путь, получение разрешительных документов. Может быть, это другой город, может быть, для кого-то и другая страна. Потому что иногда рыцарь жезлов показывает пересечение границы. Еще это может быть какой-то специалист, который будет вам полезен. Это может быть вот помощь от кого-то в работе. Может быть, вам нужно будет с кем-то проконсультироваться, или человек вам поможет делом. Может быть, это касается каких-то домашних дел. Не знаю, может быть, у вас там ремонт, вы будете нанимать бригаду строителей. Но также это может быть зарождение новых отношений. То есть в вашу жизнь войдет человек или огненной масти, или это может быть человек, который занимается каким-то своим бизнесом. Это может быть и женщина. Хорошо, давайте мы уточним туз мечей для тех, кто в отношениях или в браке. Туз мечей может говорить о принятии решения, о подписании каких-то важных документов. Вот я сказала, может быть, это договор купли-продажи. Но также это может быть вступление в брак, потому что здесь у вас подготовка к свадьбе. А для кого-то, может быть, это развод. Давайте уточним. Тут или получение наследства, или здесь покупка недвижимости. Да, вот переезд. Хотя и по отношениям это может быть реально вступление в брак. Ведь это исполнение желания. Да, оно больше связано с материальным миром. Это может быть получение, как я уже сказала, каких-то денег для семьи. Еще это что-то выиграть. Может быть, здесь кто-то, не знаю, будет участвовать вот эти грин-карты или еще какие-то лотереи. Может быть, вы выиграете какую-то лотерею, то, что поможет вам двинуться куда-то в дорогу. У кого-то через операцию, наконец-то, да, придется потратиться, может быть, на врача. Наконец-то исполняется желание, связанное, например, с беременностью. Но в любом случае это карта сбора урожая. Работа с документами и подписание, вот, не знаю, скорее всего, что-то связано с домом, с семьей или, может быть, со свадьбой. Для тех, кто в поиске любви, да, у вас тут страшный суд. Страшный суд всегда несет перемены. Это выход из тяжести. А тяжестью может быть одиночество. Конечно, у кого-то, может быть, еще продолжается, например, бракоразводный процесс. Может быть, вы расстались с человеком, но пока еще вот это солнце затмевает, что вам надо с кем-то разобраться. Какая-то вот ситуация, которая доставляет вам беспокойство. Может быть, вы тут делите имущество, почему-то в совет легла пятерка. Пятерка — это всегда кризис. Это может быть кризис отсутствия жилья, отсутствия работы, может быть финансовые трудности. Но, как правило, карта говорит, что вам кто-то может помочь. И у нас тут шестерка-то легла в работе. Но давайте мы страшный суд уточним. Почему вот суд, да, вот известия, какие-то судебные дела, вот вы хотите уже получить то, чему вы
Что принадлежит вам по праву? Давайте посмотрим. Так, у вас на пороге, конечно, новые отношения. Ну, смотрите, здесь или какая-то дележка, вот что-то с имуществом связано. Но это, если это реально было что-то вот долго тянулось, никак не решалось, вы выходите вот из этих разбирательств, избавляетесь и освобождаетесь наконец-то от этого, обретаете очень стабильное положение. Может быть, еще, знаете, здесь перемены по работе. Может быть, реально для того, чтобы обрести хорошую, стабильную работу, вам нужно будет куда-то уехать. Поэтому пока, может быть, пятерка и говорит, что вы, неважно, кто меня смотрит, мужчина или женщина, пока вы занимаетесь своей карьерой, чтобы вот крепко встать на ноги, а уже потом думать о любви. Так, сейчас еще одну карту. Да, для мужчин здесь, конечно, новая любовь с королевой Пентаклей. Это или представительница земной стихии, Телец, Дева, Козерог, или женщина, которая работает в сфере финансов. Это может быть банковская сфера, там, аудит или бухгалтер. Ну, скорее всего, главный бухгалтер, да. Или, может быть, это недвижимость. Но здесь влюбленные. Для женщин это может быть втянуться в любовный треугольник. Тут я думаю, что у женщин, наоборот, избавление от соперничества, от любовного треугольника, освобождения. Тут то ли человек подает на развод ради вас, то ли вы из этого треугольника выходите. Вот тайная связь была, да? И вы обретаете семью. Нет, скорее всего, человек подает в суд ради вас. Вот эта соперница остается у вас позади. Наконец-то вопрос, вот какие-то шли вот судебные дела. Тут, может быть, и у тех, кто уже в отношениях, но тоже и у вас. То есть вот это счастье, которое вы хотели обрести с человеком, ну, ему нужно было еще разобраться, скорее всего, вот с недвижимостью. Тут у вас уже и депрессия начиналась, очень много беспокойства было. Тут пара, да? Обретение пары, но вот через какие-то потери, может быть. То есть были какие-то неприятные события, которые мешали вам стать поистину счастливой женщиной. У мужчин тут однозначно новая связь, и по влюбленным здесь будет и притяжение, и любовь. Это ваша вторая половинка. А вот у женщин здесь, скорее всего, вы ждали, может быть, хотя вы и в поиске, может быть, вы уже отчаялись. Тут смотрите, да, ну, люди разные смотрят. Кто-то занимался своей карьерой. Вот реально вы забили на свою личную жизнь. Вам нужно было заработать, определиться в карьере, встать на ноги. Но здесь у вас приходят влюбленные. То есть в вашу жизнь входит любовь. У кого-то реально вы уже тоже отчаялись, может быть, уже начали поиск. Здесь человек наконец-то определяется. То есть выход из любовного треугольника. Да, ну, наверное, все сказала. Да, вы смотрите по своей ситуации. И если у вас не было никого, то значит это новая любовь. В работе, в карьере, бизнесе тут или повышение зарплаты, или какая-то неожиданная премия, может быть небольшое продвижение по карьерной лестнице, но также это помощь. Вот может быть помощь от кого-то, или же вас попросят, может быть, влиться в какой-то проект, может быть, проконсультировать, помочь, там, не знаю. Но вы на этом и заработать еще сможете. Если вы занимаетесь своим бизнесом, здесь может быть помощь от кого-то на развитие. Еще карта вам советует вкладываться. Сейчас вот все, что вы вложите в свою работу, все принесет вам успех. Здесь еще, может быть, кто-то сделает какой-то взнос, например, на благотворительность. Вот у нас совет ложится пятерка пентаклей. Может быть, реально у вас какой-то кризис был в работе, в бизнесе. То вот здесь вот то ли вам кто-то поможет, то ли наоборот вам карта советует кому-то помочь. Ну, как вариант. То еще вот эти две карты говорят, когда человек работает на износ. Обратите внимание, потому что вот эти две карты говорят, что вы очень много жизненных сил тратите, но не восстанавливаете. Здесь нужно все-таки
и отдыхать. Хорошо для тех, кто ищет работу. Пятерка говорит, что, может быть, и находите что-то, но все не то. Здесь человек уже полностью разочаровался, что он найдет какую-то работу. Хотя вот 3 кубка опрокинуты, 2 стоят, они говорят, есть кто-то, кто может вам помочь. Давайте вам совет, что ли, посмотрим. Потому что вот эти 2 карты, как вот, они могут вам советовать, что вам нужно найти чью-то, не то что найти, а заручиться чьей-то поддержкой или постараться найти помощь. Так, сейчас. Угу. 4 мечей — это карта недвижения. Это или отсутствие работы, или вообще отсутствие желания работать. Но я бы еще сказала по этим 2 картам, это эмоциональное выгорание. Может быть, реально вы долго ищете, или у вас только-только была потеря работы. И сейчас вам нужно просто восстановиться и понять, что вы хотите. Сейчас еще одну карту. Здесь карты говорят, если это был провал вашего бизнеса или крах ваших проектов, 5 может говорить, что что-то вы не продумали, или были какие-то недочеты, которые привели к тому, что вы отказались, может быть, от проектов, закрыли бизнес или потеряли работу. Вот 9 говорит, что нужно учесть свои старые ошибки. Тут еще, знаете, может быть, это произошло, что кто-то вас там или подставил, или обманул. То есть вот здесь карта говорит, постарайтесь вот не быть такими доверчивыми, потому что по 9, как правило, это нам наносит удар в спину те люди, которым мы безоговорочно доверяем. Поэтому я здесь не вижу не только вашего поиска работы, по-моему, вы вообще еще не готовы или что-то начинать, или что-то искать. Или карта вам советует куда-то отправляться в дорогу. Хорошо, финансы, старший аркан дьявол. Оно здесь может быть тратить деньги на какие-то свои хочухи. Но иногда дьявол говорит, для того, чтобы что-то себе купить, у нас появляется желание легких денег, да, воспользоваться чужими деньгами, может быть, взять кредит. А здесь совет говорят, будьте аккуратней. Постарайтесь свои возможности рассчитать, чтобы не впасть вот в 5 в зависимость и в кризис, ну вообще крах, да. Хотя это временный крах, но все равно. Конечно, дьявол всегда показывает большие деньги, но опять чужие. Вот здесь кто-то может получить или ипотеку, или получить наследство. В совет предупреждения опять карта говорит, берете ипотеку, будьте аккуратней, рассчитайте, сможете вы ее выплачивать. Если вы тут получаете наследство, то смотрите, да, дьявол, не спустите сразу все, потому что дьявол всегда нас искушает. Что-то купить, что-то приобрести, куда-то поехать. Потому что здесь-то кто-то тоже может вам помочь финансово. Может быть, вы возьмете кредит на развитие. Поэтому здесь вот тоже рассчитывайте. Хорошо, и в конце 15 дней у вас ложится 4 жезлов. Тут может быть какие-то праздники. У кого-то здесь будет новоселье, переезд. Кто-то готовится к свадьбе. Ну, также это, когда мы вот какие-то радостные события, это ведь карта у нас сбор урожая. Она говорит, вот человек над чем-то трудился и получает плоды своих усилий. Может быть, это продвижение по карьерной лестнице. Может быть, это сдать какой-то проект, получить прибыль. Но еще вот, если вы в поиске работы, и вы полностью углубились в то, что у вас все плохо, и вообще мне никто не поможет, тут прям как депрессия по крысам, тут вот реально у вас начинается какой-то депрессняк. Вот здесь карта говорит, постарайтесь быть открытыми для новых общений, для новых предложений. Может быть, кто-то вам вот из членов семьи вот предложит, может быть, какую-то работу или вот присоединиться к какому-то проекту. Также для тех, у кого я говорила здесь проблемы со здоровьем, карта говорит о выздоровлении. Так, ну 5 пентаклей я уже сказала. Это еще, знаете, она как в предупреждении говорит о сознании нищего. Это вот может быть для тех, кто, например, получит чужие деньги, наследство. У нас как нищий действует, да, вот он получил деньги и сразу все спустил. А здесь нужно действовать как богачи, то есть во что-то вложиться. Может быть, в бизнес, может быть, недвижимость. То, что будет приносить в дальнейшем вам доход.
Хорошо, давайте получим совет от оракула Королевы Луны. Близнецы, вторая половина сентября. Развалилось. Пауэр. Пауэр — это мощь, это сила. Карта говорит, вот сейчас вам нужно почувствовать вашу истинную силу. В первую очередь вашу внутреннюю силу. Сияйте сейчас ярко, не скрывайте того, кто вы есть на самом деле. Сейчас у вас есть возможность привлечь в свою жизнь какие-то новые перспективы, открыть новые горизонты. А если у вас будут какие-то трудности в эти 15 дней, то вот это вот, как я сказала, ваша внутренняя сила поможет вам с ними справиться и выйти с честью из всех этих передряг. Хорошо, давайте посмотрим, что нам скажет маятник для близнецов на вторую половину сентября. Маятник, ответь, пожалуйста, на запрос близнецов. Ответ да или нет. Вторая половина сентября. Ну, я надеюсь, вы видите. Маятник сказал да, о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.